Я всех приветствую, друзья мои, вы на канале QGuival, и сегодня будет одна из вариаций меты данной лиги. Мы поиграли разной альтернативщиной и пришло время чего-то повкуснее. Это билд на копье молнии, но играть мы будем не амазонкой, не лучницей, а магом крови. И будем использовать помимо молний кровотечение. Усаживайтесь поудобней. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, ведь здесь вы найдете самый большой список билдов. И сразу после короткой, но очень важной и полезной интеграции мы начинаем. Устал от рутинного фарма? Мечтаешь собрать такой же крутой билд, как Илону Маску собрал его ручной китаец? Но купить собственного китайца у тебя нет денег, а фармить 24 часа в сутки нет времени и желания? Что же делать, спросишь ты? Тут все очевидно. Залетай на PlayRock, друг мой. Тут без труда, просто за копейки ты купишь любую игровую валюту, как для PoE 2, так и для кучи других игр. Ух, ты погляди, сколько зеленых цен! А знаешь, что означает зеленые цены? Правильно, это офигенные скидки. Просто посмотри, сколько тут скидок. Не тормози, залетай на закуп. Стоп, дружище, так ты не из тех, кто тратит деньги на игрульки, ты тот предприимчивый тип, что рушит рынки валют одним взглядом? Тот, кто волк с Уолл-стрит и хочешь рубить бабло? Ну тогда тебе тоже на PlayRock. Пока другие фармят игровую валютку, чтобы купить себе лапти с большими статами, ты можешь продавать валюту на PlayRock, ведь тут открытая торговая площадка, где ты можешь как круто и выгодно закупиться, так и выгодно продать свою валюту с самой низкой комиссией среди всех площадок на рынке. PlayRock это быстро, выгодно, удобно, а главное надежно. Я уже сам не раз закупался на данной площадке и могу смело ее рекомендовать. Ну что, давайте пройдемся по геймплею. Геймплей по сути не отличается от обычного копья молнии. Мы кидаем копье во врагов и они уничтожаются. Все довольно просто. Единственное отличие, что помимо урона молнии мы еще наносим урон от кровотечения. Соответственно, все враги, по которым попала наша молния, будут иметь кровотечение и сами доуничтожаются, если же мы их не смогли уничтожить с одного выстрела. Но вы можете спросить, а зачем же нам кровотечение? Ведь мы и так в принципе можем уничтожать всю карту одним выстрелом только с помощью молнии. Но, во-первых, вы не оставите шанса недобитым мобам, а также можете дополнительно использовать вестник крови. Но это не самое главное, зачем мы используем нашу магию крови. Самое главное это уничтожение боссов, именно соло-цель. Здесь отлично раскрывается магия крови. Наша задача изначально наложить хорошее кровотечение на нашего врага. Делаем мы это выпадами. Мы наносим урон боссу, накладываем на него кровотечение, и когда мы наложили достаточное кровотечение, мы используем кровавую охоту. И по сути с большой вероятностью мы просто шотнем этого босса. Ведь удар по врагу с достаточной кровопотерей вызывает кровавый взрыв, который имеет очень высокий урон. Ротация у нас следующая. На картах мы просто бежим и используем копье молнии. Если же редкий противник не помер от копья молнии, мы добиваем его кровавой охотой. Ведь даже наше копье молнии накладывает кровотечение. Больше нам ничего использовать на картах не нужно. При встрече боссов ротация скиллов следующая. Мы используем клич преисподней, дабы усилить наш выпад и наложить большее кровотечение. Быстрее дойти до того уровня кровотечения, с помощью которого мы кровавой охотой просто ваншотнем нашего босса. То есть ротация элементарная. Клич, выпад и удар, который добивает нашего босса. Если же кровотечение наложили недостаточное, можете сделать еще пару выпадов. А если у босса осталось немного хп, можете добить его копьем молнии. Помимо всего прочего, у мага крови есть сгустки жизни, которые увеличивают нашу выживаемость. В общем-то, у данного билда есть свои классные плюшки. Итак, давайте пройдемся по камням умений. Основной наш скилл для зачистки карт это копье молнии. Камни поддерживают
поддержки для копья молнии: выстрел на удачу, разряд, рваные раны и первая кровь. Пятым же слотом вы можете вставить камень, который усиливает элементальный урон, либо же вставить камень дальний выстрел, который тоже в принципе будет неплох. Это уже на ваше усмотрение. Вестник грома. Вестник грома мы ставим электризацию, возбуждение, засада. Вестник крови. Здесь мы используем охват, расширение и гемокристаллы. Также мы используем сотворение чар при критическом попадании. Зачем? Для того, чтобы накладывать метку снайпера. Это поможет нам в уничтожении соло-целей. Также камень импульс и сохранение энергии. Используем боевое бешенство для того, чтобы получать заряды. Так как мы используем копье молнии, мы будем накладывать на врагов шок. Дополнительно нам будут помогать в этом перчатки поток Китоко. Без этих перчаток будет сложнее набирать заряды ярости, но к ним мы вернемся позже. Камень поддержки здесь обязательно изобилие, который с 50% шансом дает нам дополнительный заряд. Зачем нам нужны заряды ярости? А заряды ярости нам нужны для нашего копья молнии, который их поглощает. Поглощая заряд, копье молнии разделяется в направлении 3 целей и наносит им соответственно урон, а также заряды ярости увеличивают урон от данного копья. Поэтому обязательно нам нужны заряды ярости для того, чтобы враги красиво по всему экрану уничтожались крутыми разрядами молнии, как вы видите у всех на шоу-кейсах. Также мы используем богохульство, которое создает ауру, накладывающие проклятие, которое мы вставим в слот. Используем мы слабость. Переходим к скиллам, которыми мы будем уничтожать боссов. Это выпад, камни поддержки, разбег, варево, амброзия и глубокие порезы. Что касаемо кровавой охоты. Про 5-й слот мы поговорим позже. Кровавая охота. Здесь мы используем неизбежное критическое попадание, прокол, а также обезглавливание, но и наш клич преисподней. Здесь камень предумышленность, а далее уже на ваш вкус. Ссылку на данный билд я обязательно прикреплю в описании к видео, там будет показана ультимативная версия с глубочайшей башней, просто с мега уроном. Итак, переходим к экипировке. Что нам здесь требуется? А требуется нам следующее. Наш билдообразующий предмет для копья молнии — это плетеный язык. Что он делает? А он очень сильно бустит шанс крита. Поэтому это копье имбовое и его все используют. У меня не самая дорогая версия, желательно версия с 2 сокетами, а также в гнезда лучше вставить камни, которые увеличивают критический урон. Вторым слотом мы берем скипетр. В скипетре нам важно увеличение духа, атрибуты, например, интеллект, а лучше и интеллект, и силу, а также, допустим, прибавка маны или то, что нам может быть полезно. Но основная задача нашего скипетра — это дать нам духа и атрибутов. Также я использую в слоте для амулета сигнал Азиса. Что этот амулет дает? Критические удары игнорируют сопротивление стихиям вражеских монстров. То есть нам не нужно будет нигде набирать пробитие защиты от стихий. У нас почти каждый удар будет критическим, а соответственно все сопротивления стихиям вражеских монстров будут и так пробиты. Это очень классно. Плюс этот амулет дает нам хорошую прибавку к духу. Это то, что нам нужно. В общем, этот амулет увеличит нам урон и даст дух. Поэтому я его советую. Что касаемо колец. Что на одном, что на другом кольце атрибуты сопротивления стихиям, и главное — это прибавка к плоскому стихийному урону от молнии и остальным стихиям. В шапке нам нужно сопротивление стихиям, ботинки сопротивление стихиям и скорость передвижения, это увеличит наш комфорт, и перчатки. Данные перчатки очень облегчат получение зарядов ярости. Без этих перчаток у меня были некие проблемы. Эти перчатки дают получать заряды ярости просто моментально. Урон от молнии от ударов влияет на накопление электризации. Именно это свойство и дает нам такой эффект. Плюс прибавка к ловкости тоже лишней не будет. Что касаемо пояса, мы будем использовать находчивость, который даст бонус от колец, а соответственно дополнительно даст
прибавку к урону, ведь в кольцах мы добавляли урон. По броне тоже в принципе все просто. Нам нужна прибавка к защите от стихий, а также к духу. Базу желательно приобретать на уклонение и энергощит. Как можно больше уклонений, как можно больше энергощита. Так, здесь все понятно, мы идем далее. Переходим к древу пассивных навыков. Что нам здесь нужно? Начнем с восхождения. Берем кровомантия, кровавые шипы и кровавый шип, а также цепкие раны, которые повысят нашу выживаемость. Итак, переходим к пассивным умениям. Здесь мы сильно останавливаться не будем, ведь я прикреплю ссылку в описании к видео, где вы можете в удобном для себя формате посмотреть это все дерево и перенести его себе. Но в общих чертах я вам расскажу. Мы, во-первых, берем все, что касается критического урона, или почти все. Нам нужна смертоносная сила, ударить по больному, верный удар. Все это повышает шанс и силу нашего крита, а также момент истины. Также берем удар насквозь, душераздирающий и замирание сердца. Упреждающий удар тоже берем и берем перк готовый. Движемся к перкам, которые разгоняют наше копье. Можем взять бонусы от зарядов ярости, то есть, например, неистовство. Мы, когда к нему идем, мы получаем перки на прибавку к уклонению, если мы недавно поглощали заряд ярости, а также мы добавим +1 заряд ярости. Но я упоминал до этого, что я оставлю ссылку на ультимативный вариант с глубочайшей башней. Если же вы будете использовать глубочайшую башню, а я вам советую ее использовать, то мы не берем некоторые из этих перков. Допустим, мы не берем прибавку к зарядам ярости, можем пренебречь еще какими-то перками и двигаться в сторону. Ведь что это нам даст? Глубочайшая башня делает следующее. Она делает так, что все враги в вашем присутствии, это определенный радиус, будут считаться как будто бы у них низкий уровень жизни. Если мы возьмем вот эти перки, то мы получим прибавку в 180% к урону по этим врагам с малым количеством здоровья. То есть все враги в нашем присутствии будут получать на 180% урона больше. Если же мы еще доберем 2 маленьких перка, то уже будет прибавка не 180, а 240. То есть все враги в вашем присутствии будут получать прибавку в 240% к урону по ним. Это очень много. Также, если вы помните, я говорил про выпад, что добавить сюда 5-м камнем. Если вы используете глубочайшую башню, то вы добавляете камень казнь, который, помимо всего прочего, еще на 50% увеличит урон по врагам с малым количеством здоровья. То есть я насчитал прибавку в 240%, а этим камнем мы увеличим урон от выпада еще на 50%, и выпад уже будет наносить на 290% больше урона. Соответственно, кровотечение будет наложено более серьезное, мы быстрее наберем нужное количество кровотечения для того, чтобы кровавая охота ваншотнула любого босса в игре. В общем, я рассказал вам про 2 версии билда. Более дешевая и более продвинута с глубочайшей башней. Глубочайшая башня увеличит ваш урон колоссально, но при этом нужно иметь в виду, что вам будет сложнее набрать сопротивление к холоду, огню и молнии. Поэтому, если вы хотите еще и хорошую выживаемость и огромную прибавку урона от глубочайшей башни, то ваш билд будет дороговат, так как вам нужно будет за малое количество вещей получить очень много прироста к сопротивлениям, а соответственно каждая такая вещь будет стоить дороже, плюс стоимость самой глубочайшей башни, она хоть и невелика, но тоже что-то стоит. Поэтому глубочайшая башня дороже, но колоссально сильнее урон. Поэтому мой совет — использовать глубочайшую башню. А также обратите внимание, что глубочайшая башня имеет некий дебаф. Она уменьшает радиус вашего присутствия на 50%. Соответственно, действовать глубочайшая башня будет на меньший радиус. Что мы можем сделать? В случае использования глубочайшей башни must have — это в скипетре такой перк, как увеличение зоны присутствия. По сути, скипетром вы можете не только нивелировать этот дебаф, а и в принципе найти увеличение зоны присутствия больше, чем был дебаф. Это очень важно. Чем больше зона вашего присутствия, тем больше врагов вокруг будут считаться с низким уровнем жизни. И в принципе даже в битве с боссом большая зона присутствия даст больший комфорт игры. Имейте это в виду.
Ну, как вам билд, друзья мои? Напишите свое мнение в комментариях, подпишитесь на канал, ведь это даст мне огромный буст в мотивации. А также залетайте в мой Discord канал, там мы сможем с вами пообщаться, обсудить новости игры, новые патчи, но и вы всегда будете знать, когда выходят свежие видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!